Доброе утро, ребятки. Ничего особо не снимал, потому что не было никакого смысла снимать. Так вы все это видели. Короче, по приезду с Португалии меня отправили на Италию. А куда на Италию? Это на ту линию, на которой я катался на прошлой каденции. Опять же, вы там все видели. Это Бассиано, Порше. То есть, короче, линия мне очень-очень не нравится. Все потому, что на Арчезе очень долгая выгрузка и загрузка по 7 часов стоять. И это время все надо было нагонять. И плюс постоянно ездить через Австрию. Тоже бесит, реально бесит. Поэтому не хотелось туда. Ну, ого. Вон, короче, гольфет сгорел, могли заметить. И все, ну, короче, закинули туда, ну, ничего не поделаешь, но с этой линии скоро спрыгну. Ну, а в данный момент решил подзаснять все, потому что немножко направление поменялось. Если раньше я в Германии выгружался на Porsche на складах, то сейчас у меня две выгрузки. Одна на заводе MAN, вторая на заводе Audi. И вот здесь, короче, тоже, как бы, это заводом MAN мне добавили лишний геморрой. А какой геморрой, расскажу чуть позже, когда пойду на блошиный рынок. Да, ребят, в этом ролике будет блошиный рынок. Ну что, сейчас еду на Автохов, переезжаю, ночевал под заводом. Сейчас переезжаю, там закрываю смену, и в воскресенье будет работать блошиный рынок. Поэтому в этом ролике мы увидим блошиный рынок. По пути к нему я расскажу, что у меня происходило на заводе MAN. И что еще? А по сути, ого, так, только ого, поворотик. По сути-то и больше... А мне, да много чего расскажу, в принципе-то. Что со мной происходило вообще за эти 3 недели. Поэтому не переключаемся, смотрим до конца. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, кто кушает. Ну, а я уже подъезжаю к Автохофу. Так, ну что ж, погода не исправилась. Поэтому, как вы видите, я уже покинул Автохоф и двигаюсь в сторону выгрузки. Кстати, чтобы вы понимали, всю субботу, все воскресенье шел ливень. Я, короче, в субботу, собравшись с мыслями, думаю, короче, выбрал такой момент, когда дождя не было, и пошел. Ну, пройдя метров 500, наверное, пошел ливень. Ну, я уже думаю, ну, что назад возвращаться? Короче, вперед, только вперед. Ну, и пошел. Короче, вымок как цуцик, боялся, чтобы в воскресенье не заболеть. Потом, что еще? В субботу затупил и забыл поставить будильник на 8 утра, чтобы пойти на блошиный рынок. Ну, по сути-то, что я поставил бы будильник, что нет, короче, опять же, шел ливень в воскресенье, и уже, наверное, где-то к часу дня, что-то вроде как-то так, блин, это, рассосался этот дождь, ну, я уже за коллегу, короче, с коллегой погнали, короче, вместе сходили, но уже было почти все закрыто, 4 палатки работало, но все равно я себе кое-что прикупил, покажу, как вот сейчас приеду на выгрузку, покажу, что купил, скажу, что сколько стоит. И немножко, наверное, про сам блошиный рынок расскажу, хотя нечего там рассказывать. На Автохофе кормят нормально, короче, тоже не заснял, реально, ребят, не было настроя вообще снимать. В принципе, ну, хавка и хавка, блин, ну что там такого. И что еще могу сказать? Немножко планы у меня изменились, точнее не у меня, а у диспетчера. Я должен был вернуться на завод MAN, довыгружать там 4 палета, про которые я вам чутка позже расскажу, после того, как мы сейчас выгрузимся. До выгрузки осталось 17 километров уже. Покажу, что буду выгружать, где и все. Потому что я сам еще даже не знаю, что это. Я думал, что это Audi, и что-то мне подскажут, что это не Audi. Как-то так. Ой, погодка, как видите, он туман, блин, до сих пор. С утра встал, думал, что в глазах туман сегодня, но нет. Короче, не в глазах, а погода такая. Ну, а мы двигаемся, короче, дальше. Да, все-таки я не прогадал, реально, на Audi, вот видите, даже вот всегда смотрите, кстати, на знаки, на все. А как я еще догадался, куда я еду, на Audi или нет? Да на палетах, ребят, было написано Audi, а в ЦМР-ках ничего про Audi написано не было, чтобы вы понимали. Вроде где-то у нас по правой стороне должен быть это Audi, но, короче, я не знаю. В общем-то, давайте сейчас найду, а потом уже включусь, потому что туман, туманище такой, просто жесть, короче, здесь. Так что едем, ищем. Ну что, ребят, выгрузился. Как выгружали, не снимал, потому что вредный немец был. Да там ничего необычного и не было. Короче, обычные склады, блин. И все, боковая выгрузка с поднятием крыши. И, короче, не особо удобная. Ну и сейчас, в данный момент, мы двигаемся на MAN. А на MAN мы едем выгружать 4 палета. Все потому, что в пятницу у меня на заводе MAN должно было быть 3 выгрузки. На одном заводе 3 выгрузки. И на первой выгрузке, когда там чуваки меня выгружали, они, короче, затупили и забрали, короче, одну лишнюю бумажку. А эта лишняя бумажка предназначалась для 3-й выгрузки. А так как у меня заканчивалось время,
Естественно, я не мог, короче, ждать, бегать, что-то искать. У меня и так получилось 15:02 по рабочему времени. Поэтому было решено, чтобы типа я приехал в понедельник. А на Audi срочно товар был. Поэтому, короче, вот так вот меня отправили сначала на Audi, потом сейчас опять еду на Ман. И, короче, сегодня день такой через жопу будет. Ну, вы все узнаете. И все, как-то так. До Мана мне 79 километров. Ну, все. Тут такая, кстати, неплохая промочка. У меня, чтобы вы понимали, на этих складах, если я на этой линии останусь, то у меня здесь будет и выгрузка, и загрузка пустой тарой. И потом на Бассиана. Ну, не знаю, надеюсь, что меня пронесет. Так, ну вот, ребятки, мы подъезжаем к заводу Ман. Находится он типа в таком городишке. Ну, здесь неплохо. Здесь, короче, такая промочку даже себе уже нашел в прошлый раз, когда у меня тоже переезд был, когда я здесь блукал. Так я, короче, здесь и Lidl нашел, и Aldi. Короче, дофига каких магазов я здесь, короче, понаходил. В принципе, ничего так. Ну, вон, например, да, это типа магазин, походу, мановский автомобилей. Ну, короче, как-то так. Сейчас вон гребаные светофоры эти. Ладно, сейчас дождусь светофора, уже заеду на паркинг, там вам покажу. А так осталось 370 метров. Сейчас буду писать на телефоне через переводчик по Эму. Главное, чтобы... А, вот, зеленый загорелся. Главное, чтобы меня сразу поняли и все, потому что там, короче, я не знаю, как Google переведет вообще это все. Но могут быть вопросы, и кругом одни вопросы. Так, перестраиваемся. Сейчас я вам все покажу. Здесь паркинг такой прикольный. Здесь, короче, мне не нравится одно, то что ты заезжаешь, короче, ладно, пока ты на территорию заезжал, ну и душ бы был. А здесь душ за территорией. То есть пока ты на улице тусуешься, ты можешь сходить в душ. Как только ты заезжаешь на территорию, там ничего нет. Поэтому, ну, вот такой вот паркинг при въезде. Здесь ночевать нельзя, если что. Поэтому как-то так, куда нам тыркануться, Поедем мы поближе к офису, да? Ноги надо беречь с молоду. Вот сюда, наверное, станем. А вот вон там вот сам офис. На офисе ничего снимать, естественно, не буду, потому что могут быть проблемы. Поэтому сейчас паркуемся и вон туда, вон идем. Вот так вот, ребята, езжу, блукаю. Кабины здесь стоят такие, пришей в руку. Это все нульцевые кабины, а я вот все катаюсь и не знаю, как мне подъехать к местине к одной, где мне выгружаться. Короче, я увидел, но там поворот налево запрещен, и, короче, это жесть. Короче, я хрен его знает, куда мне ехать, вот так вот, наверное, проще сказать. Ладно, катаемся, смотрим, ищем. Вот так вот, ребята, происходит выгрузка. Уже стою, наверное, такой расшторенный минут 20, и нифига не происходит от слова совсем. Сзади вот там колейка стоит такая, я себе такую местину нашел. Короче, как говорится, в ногах правды нет, поэтому сидим, говорится, курим бамбук и ждем, пока нас начнут выгружать. 4 палета, блин, так обидно, реально, 4 палета сейчас выгрузить, их это буквально минуты, ну 2-3, я простою минут 30. Ну, в принципе, мне это на руку, а все потому, что чем дольше меня будут выгружать, тем меньше шансов у меня сегодня загрузиться. Поэтому, возможно, сегодня просто в 5 часов вечера поеду на паркинг. Так что так, стоим, ждем. Ну что, ребят, с горем пополам выгрузился, короче, помылся, побрился. Видите, немножко новая борода у меня, как вам, зацените. Мне кажется, так лучше, чем было раньше. Стою, короче, задом наперед, потому что здесь, короче, стоять нельзя. Но здесь с душем непонятно. Ты когда приезжаешь, короче, ну ладно, что стоять здесь нельзя, здесь даже он по-русски написано. Частная собственность. И тут такая беда, то что ты когда приезжаешь, тачки с такой, ну, парковка, ну, я думаю, все такие видели парковки. Тут ничего необычного. И ты когда приезжаешь вот на этом паркинге, где я сейчас стою, на нем нельзя стоять. Ты только берешь бумагу, и тебе надо сразу же въезжать на вот эту вот территорию. И все. А за территорией ты не можешь сходить ни в душ, не можешь выйти, ни в туалет. Поэтому здесь только один вариант. Через сплошную заезжать сюда, потом задом выезжать, и все. Как-то так. Отписался диспетчеру, сейчас жду, что там будет дальше. И, ну, посмотрим, что там, короче, будет дальше. Все увидите, в принципе. Я думаю, еще не прощаемся пока.
Блин, опа попадалово. Надеялся, короче, что меня снимут с этой линии уже, то, что там с этим маном замуты были, и куда-нибудь так отправят. Но нет. Короче, когда я написал диспетчеру, что все, говорю, типа, едем на паркинг, пауза. А мне пишет, не скидывает загрузку, ну, линии этих, то, что я на линии, и, говорит, не смотри на даты, говорит, они нас долго выгружали, поэтому, говорит, и мы, говорит, загрузимся на день позже. Вот и все, поэтому, говорит, типа, никаких проблем, типа, едем грузиться. Поэтому, ребятки, я еду на Audi. Чтобы вы понимали, мне это на руку, то есть, потому что, скорее всего, если бы меня сейчас сняли с этой линии, то меня бы отправили на Польшу, так как мне 29 числа нужно проходить техосмотр. Сегодня 12, и мне вот как раз надо было вот это вот, блин, как минимум один круг еще прокатиться, только потом поехать на Польшу, чтобы уже в Польше появились 14 Pro Max в продаже. Поэтому, как говорится, что не делается, то делается к лучшему. На этом мы уже, наверное, ролик, ребят, будем заканчивать. Потому что, ну, вы видели, я сейчас еду на загрузку на Audi, где я сегодня выгружался. Поэтому ничего вы нового не увидите. Ну и, блин, я не знаю, ну это третье, наверное, тоже и снимать даже не буду, потому что, ну, смысл от этого вообще. Что вы видели, зачем 150 раз одно и то же показывать? Вот уже когда на Польшу будем грузиться, вот тогда я покажу. Там чем-нибудь по-любому интересным будем грузиться, поэтому вот так вот. Короче, всем спасибо за просмотр, не забываем подписываться, ставим лайки, дизлайки. И, как говорится, до новых встреч!